Узнайте правду, и она сделает вас свободными. True Stories Studio представляет фильм Юрия Заблоцкого «Мэрилин Монро. Убийство после смерти». 3 серия. Любой, оказавшийся на виду у общества, может считать это же и началом собственного падения, ибо любая появившаяся в печати ложь, придуманная каким-нибудь нечистоплотным писакой, воспринимается как истина, даже если она совершенно не соответствует ни характеру, ни репутации человека, ставшего жертвой такой клеветы. Чарльз Диккенс. Применительно к Мэрилин Монро и нескольким другим персонажам нашего фильма, аксиома Диккенса оправдалась, что называется, на все 100, и даже, если хотите, 200%. Хотя поначалу все выглядело так, как будто бы трагическая кончина должна была окончательно подвести черту под окружавшим всю жизнь Монро ореолом высосанных из пальцев слухов. Никто не пытался оспаривать выводы официального следствия о том, что причиной смерти стала передозировка барбитуралов, и дело было благополучно сдано в архив, чтобы остаться там частью прошлого. Но вышло по-другому. Всего лишь 2 года спустя на горизонте посмертной судьбы Монро нарисовался некий Фрэнк Кэппелл, патологический антикоммунист, видевший этих самых коммунистов повсюду. Стоит ли удивляться, что в его картотеке подрывных деятелей, куда попало более 2 миллионов человек, не забыта была ни сама Монро, ни поголовно все ее ближайшее окружение, включая сюда и доктора с экономкой. Вдобавок, надо же было так случиться, что среди первых полицейских, появившихся в доме киноактрисы после ее смерти, оказался близкий друг и соратник Кэппелла по антикоммунистическому фронту Джек Клеммонс, что сразу же создало еще и неплохие материальные перспективы. Итак, в 1964 году на свет Божий родилась 70-страничная брошюра под звучным названием «Странная смерть Мэрилин Монро», содержащая утверждение, что актриса была убита, точнее, пала жертвой коварного коммунистического заговора, осуществлению которого способствовал тогдашний министр юстиции Роберт Кеннеди, мстивший за неудачу в своих любовных домогательствах к королеве секса. О скором выходе из печати опуса Кэппелла Роберт Кеннеди знал заранее из письма директора ФБР. В книге вы найдете сведения о вашей якобы имевшей место дружбе с мисс Монро, что вас связывали с мисс Монро доверительные отношения, и вы находились в доме Монро в момент ее смерти. Генеральный прокурор, видевший актрису лишь мельком на 3 различных официальных приемах 1 февраля, 29 мая и 27 июня 1962 года, не стал доказывать очевидную абсурдность этого обвинения и не подал иск в суд, как это сделал через год столь же голословно задетый Кэппеллом сенатор-республиканец Томас Кэтчелл, легко выигравший процесс. Кэппелл, опять же таки в паре с Клеммонсом, был признан виновным в распространении заведомой клеветы со злым умыслом. Короче, над брошюрой посмеялись да и забыли. Как оказалось, зря. В то время просто еще никто по достоинству оценить не мог чудовищного потенциала бредовой идеи. Правда, миновало десятилетие, прежде чем знамя Кэппелла решился подхватить в сущности неплохой писатель Норман Мейлер, существенно обогативший и углубивший концепцию своего предшественника, из которой вполне логично пришлось изъять упоминание о происках коммунистов. Убийство, совершенное руками правительственных агентов из ЦРУ или ФБР, действительно выглядело куда эффектнее. Разве что главный подозреваемый остался тем же, правда, уже в новом качестве. Теперь он уже значился не ухажером, а любовником Мэрилин Монро. Это придавало дополнительный колорит интриге, тем более, что сам Роберт Кеннеди, застреленный в 1968 году, при всем желании уже никому ничего возразить не мог. А мертвым, так думал Мейлер, уже ж не больно. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Мейлер стал и единственным из литераторов,
публично признавшимся в прямом эфире, что вся его версия высосана из пальца. По той простой причине, что он как раз очень сильно нуждался в деньгах. К сожалению, раскаяние запоздало, ведь книга Мейлера стала бестселлером, а стало быть, ящик Пандоры уже был навсегда открыт. Тотчас же, вслед за Мейлером, в эту нишу решать свои финансовые проблемы кинулся авантюрист Роберт Слетцер, еще в 1972 году пытавшийся пропихнуть в печать через журналиста Уилла Фоулера статью о политическом заговоре, ставшем якобы причиной смерти Мерилин, в любовниках которой, по его мнению, среди прочих оказался даже и Мартин Лютер Кинг. У Фоулера тема восторг не вызвала, но, возвращая статью обратно, он неосмотрительно пошутил. «Очень жаль, что вы не были мужем Монро. Могла бы получиться неплохая книга». Слетцер оживился и вскоре поспешил снова связаться с Фоулером, чтобы сообщить ему, что, собственно, он-то и был женат на Монро, только об этом сперва запамятовал. В качестве доказательства он предъявил справку, подписанную бывшим боксером Кидом Числом, за $100 согласившимся признать себя свидетелем бракосочетания Слетцера и Мерилин. Я упомянул Киду, что мне приходилось слышать, будто он был свидетелем на свадьбе Мерилин и Роберта Слетцера в Тихуане, в Мексике в 1952 году. Кид ответил: «Нет, Джо, не было никакой свадьбы между Бобом Слетцером и Мерилин Монро». Он сказал, что Боб Слетцер предложил ему некоторые деньги, $100, за подписание заявления, подтверждающего, что он был свидетелем на их предполагаемой свадьбе в Тихуане. Киду нужны были очень деньги, и он подписал заявление, но он также сказал мне, что не получил ни цента из обещанных Слетцером ему денег, и что свадьбы никогда не было. И Кид также сказал: «Я не думаю, что Слетцер когда-нибудь вообще знал Монро». Из письма Фоулеру фотографа Монро Джозефа Джесгура. С этого момента литературный критик, с помощью журналистского удостоверения, проникший в свое время на съемки фильма с участием Монро Ниагара, где и обзавелся несколькими совместными с ней снимками, принялся позиционировать себя тайным мужем киноактрисы, якобы расписавшимся с ней 4 октября 1962 года в Мексике, где Мерилин и близко не было. В тот самый день в Беверли-Хиллз она оплатила покупку на $313. Вдобавок, никто из знакомых или друзей актрисы Слетцера никогда и в глаза не видел, и упоминание о нем отсутствует во всех без исключения записных книжках Монро. Но книгоиздателям было глубоко наплевать на это. Они ведь тоже нуждались в деньгах. Слетцер продвинулся дальше Мейлера, возложил вину в убийстве киноактрисы на некого, не названного по имени, высокопоставленного государственного деятеля. Этот же деятель, по его словам, организовал и похищение доказательств своего преступления, содержащихся в дневнике с красной обложкой, который якобы вела Мерилин. Такая постановка вопроса, открывшая широкое поле для домысла, как нельзя лучше пришлась по вкусу бульварной прессе. Раздутые до небес откровения Слетцера легли в основу множества появившихся в ту пору статей. Дело было за малым – назвать фамилию деятеля и подобрать маломальски серьезный мотив для убийства. С появлением книги под названием «Обнаженный шоу-бизнес» от скандально известного публициста Эрла Вильсона эта многотрудная задача была решена. Актриса, оказывается, была любовницей не только Роберта Кеннеди, но и самого президента. Стало быть, это он и отправил ее на тот свет. Зачем? Так это же ясно как божий день. Монро пыталась его шантажировать. Дескать, попробуй только не развестись, Жаклин, весь мир узнает о твоих связях с мафией. Информация к размышлениям. Мерилин Монро находилась среди гостей не более чем на 2 мероприятиях с участием президента и принимала участие в концерте в честь его 45-летия, на котором исполнила «Happy Birthday to you». Ни единой минуты при этом президент и актриса не находились наедине и не встречались при других обстоятельствах. Это неопровержимо доказывают досье ФБР, материалы службы охраны президента, а также эпистолярный архив Монро. Будучи любовницей президента, как утверждается, едва ли не с середины 1950-х годов, 29 марта 1960 года она писала издателю Мерклю, что она не знакома с Джоном Кеннеди, о нем ничего не знает и голосовать собирается не за него. Что касается темы мафии.
Все на свете имеет предел, кроме человеческого цинизма и глупой жадности. В этой истории они сошлись. Вы видите сейчас чикагского мафиози Сэма Чонка. В 1959-1960 году он 15 месяцев скрывался по всей стране от преследовавшего его Роберта Кеннеди. В своей книге «Внутренний враг» брат будущего президента буквально размазывает его, прямо называя Джанкану преступником, уцелевшим из шайки Аль Капоне. Какую же извращенную фантазию надо иметь, чтобы на сотнях телеканалов теперь с умным лицом вещать, что именно Джанкана, надо же, в поте лица помогал Джону Кеннеди прийти к власти, а посредником в их связях была, разумеется, Мэрилин Монро. Доказательства? Да для чего? Люди же ведь запросто проглатывают любую чушь при условии частого ее повторения. В языке не хватает слов, чтобы правильно описать происходящее. В дикую оргию на костях, помимо публицистов, включились многие из таких, кто только издали мог видеть Монро и Кеннеди. Теперь они позиционировали себя любовниками и любовницами, друзьями, посредниками и кем угодно. Росчерком пера сотрудник псарни при Белом доме превращался в администратора, кладезя знаний о безобразиях, творимых развратными братьями Кеннеди. А впрочем, с другой стороны, чем он был хуже Кэппелла, Мейлера или Слетцера? Мне страшно. Когда-нибудь в один прекрасный день с каждым из нас произойдет то же, и я боюсь этого. Поэтому налейте мне водки. Справедливости ради надо сказать, что никто из действительно близких Кеннеди или Монро людей в этой вакханалии участия не принял. На что уж сильно нуждалась в деньгах тяжело болевшая в последние годы жизни Инга Арвад, знакомая Кеннеди времен войны, но от баснословных сумм, которые предлагали ей за подробности их встреч, она неизменно отказывалась. Правда, недоброжелатели клана Кеннеди часто ссылаются на воспоминания бывшего шурина Джона, актера Питера Лоуфорда. Но с ними тоже не все так гладко, потому что, собственно, никаких воспоминаний Лоуфорд не писал. Их сочинила, естественно, после его смерти, его четвертая по счету жена Патриция Сейтон, успевшая прожить с актером всего 5 месяцев. Останки Лоуфорда были ею сброшены в океан в качестве мести детям Питера от первого брака, не доплатившим, по ее словам, ей за похорон. Лавина будоражащих общественное мнение сенсаций в конце концов побудила власти Лос-Анджелеса в августе 1982 года провести предварительное расследование с целью проверки, есть ли реальные основания говорить о возможном убийстве киноактрисы. Уже к декабрю оно было закончено. Имеющиеся факты, как выразился окружной прокурор Лос-Анджелеса, теорию о преступлении не подтвердили. «Я питаю слабую надежду», — добавил он, «что мы, наконец, позволим Мэрилин Монро почить в мире». Наивный человек. С перспективой сегодняшнего дня легко увидеть, что его надежда была утопической. Полностью очевидно еще одно. Многотысячные тиражи вздорных опусов не прошли бесследно для общества. Люди начали принимать на веру выдумки о сексуальной распущенности братьев Кеннеди и о претензиях Мэрилин Монро на роль первой леди. Так что не за горами тот день, когда очередной разгребатель грязи возьмется доказать, что это Жаклин и никто другой задушила кинозвезду своими собственными руками.
Цена, которую за это приходится заплатить, справедливо заметил по этому поводу биограф Мэрилин Монро Дональд Споттер, не ограничивается денежной суммой, потраченной на скандальную книгу. Издержки охватывают также утрату идеалов, потерю веры в людей, презрительное пренебрежение добрым именем честных личностей и полное безразличие к скрупулезному выяснению истин. Режиссеру Билли Уайлдеру, снимавшему фильм «В джазе только девушки», Мэрилин как-то пожаловалась на сильное отвращение к жизни. В смерти она видела избавление от алчных журналистов, продюсеров, всех тех, кто бесцеремонно и нагло эксплуатировал ее тело. Она ошиблась. И все потому, что человеку не дано знать будущее. Иначе, может быть, она бы всерьез задумалась над неприятными ей словами Димаджо, что Голливуд ей нужно бросать. Кстати, хоронил ее только он сам. Ни Миллер и ни Синатра на похоронах даже не появились.